Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. На этой неделе должно произойти то, что фанаты эфира ждали на протяжении долгих лет. Да, событие связано со слиянием и полноценным переходом на POS. Но давайте будем откровенны, что переход на новый протокол больше нужен разработчикам приложений и различных платформ, чем обычным пользователям. Так получается, если все уже купили эти новости и хотят заработать на коротких отскоках, то что же будет со мной в будущем? Сможет ли эфир вырасти? А если да, то насколько? И стоит ли вообще его покупать? Не волнуйтесь, ответы на все эти и другие вопросы вы получите именно в этом видео. Так что обязательно смотрите ролик до конца. Перед просмотром ставьте лайк и подписывайтесь. Будет очень интересно. Мы начинаем. Что ж, если вы про эфир знаете только что на втором месте и его придумал Виталик Бутерин, то сначала советую вам посмотреть вот это видео, где мы максимально подробно обсудили все мелочи блокчейна, смарт-контрактов и то, как это работает на практике. А конкретно сегодня мы разберем, что нас будет ждать после слияния. Ведь все инвесторы уже не находят себе места и всеми возможными способами ищут информацию и каждый день следят за новостями от эфира, чтобы заработать как можно больше. Поэтому давайте изучим важные моменты, которые должен знать каждый, прежде чем инвестировать в эфириум свои деньги. Вообще, по поводу слияния есть много вопросов. Первый из них касается непосредственно четкой даты, так как на просторах интернета часто мелькают разные числа. Кто-то говорит 15 сентября, другие 16, а некоторые вообще ссылаются на старую дату 19 сентября. Чтобы вы понимали, четкой даты, когда Бутерин нажмет на большую кнопку «Старт», нет. Как мы говорили в предыдущих роликах, все произойдет тогда, когда показатель TTD в сети Proof of Work достигнет вот такого значения. И скорее всего это произойдет 15-16 сентября. Вот поэтому именно такие даты вы могли видеть в различных статьях. Из последних важных этапов перехода на POS стало обновление Bellatrix, которое уже запустили с 6 сентября. Чем так важно это обновление? Но как мы видим, Bellatrix это по сути финишная прямая, после которой нас будет ждать великий Proof of Stake. Кстати, в момент обновления некоторые биржи приостановили ввод и вывод эфира, а также токенов ERC-20, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть. Само обновление было запущено успешно, и по словам разработчиков, проблем с этим никаких не было. То есть с технической точки зрения все готово. Поэтому если сравнить с прошлыми попытками перехода, которые постоянно переносили, сейчас все идет к тому, что через пару дней мы увидим первый в мире блокчейн, который перешел с одного консенсуса на другой. Помимо самого слияния, большая шумиха сконцентрировалась вокруг дополнительного хардфорка Proof of Work. Да, это тот хардфорк, за который так борются бедные майнеры. Ведь после обновления они реально станут бедными. Слияние может создать два отдельных сценария. Первый заключается в том, что майнеры действительно добьются своего и получат дополнительный хардфорк на системе POV, чтобы спокойно продолжать добывать эфир и зарабатывать себе на хлеб. А во втором случае этого хардфорка может не произойти. По факту оба этих варианта будут влиять как на цену, так и на дальнейшие перспективы. Первый сценарий заключается в том, что если некоторые майнеры продолжат добывать токены, это создаст хардфорк, и у нас будет две отдельные цепочки, как это происходит сейчас с Ethereum Classic, о котором есть отдельное видео на канале. После хардфорка, как многие говорят, все получат дополнительное распределение эфира один к одному. Но в очередной раз повторюсь, пока по этому поводу официальной информации нет. И даже не думайте отправлять монеты непонятным организациям, которые наобещают вам дополнительные токены. На данный момент этот дополнительный хардфорк не намечается. А даже если что-то будет известно по этому поводу, вы всегда первыми сможете узнать в нашем телеграм-канале Coin22, где мы специально для вас отбираем все самые свежие и актуальные новости, на которых вы можете зарабатывать. В этом телеграм-канале информация публикуется ежедневно, и в ближайшее время мы будем держать вас в курсе касательно слияния, так что обязательно подписывайтесь. Все-таки если не брать в учет этот хардфорк, то всех интересует, какие плюсы получат пользователи. Самое большое улучшение, которое мы увидим сразу после слияния, это резкое снижение воздействия эфира на матушку природу. Ведь по оценкам Ethereum Foundation сеть будет потреблять на 99,5% меньше энергии. Это естественно связано с тем, что сеть больше не будет требовать майнинга, который поедает тонны киловатт энергии для проверки транзакций. Что касается производительности, то само слияние не принесет заметного улучшения с точки зрения стоимости и скорости транзакций. Это означает, что похожие блокчейны, такие как BNB Chain и Solana, а также платформы второго уровня, будут оставаться актуальными даже после того, как Ethereum перейдет на Proof of Stake. Тем не менее, слияние создаст основу для будущих обновлений сети Ethereum, что приведет к значительным улучшениям масштабируемости. Точный график того, когда эти планы будут реализованы, нет, поэтому чтобы Ethereum начал обрабатывать тысячи транзакций в секунду, должно пройти достаточно много
много времени. Но дополнительные плюшки, которые получат пользователи, тоже есть. Во-первых, это будет более высокая доходность от стейкинга, которая должна быть плюс-минус 8%. В теории это может привлечь новых покупателей и даже большие фонды, которые будут стейкать эфир и зарабатывать на этом. По поводу стейкинга между разными биржами даже началась война за клиентов. Крупные криптобиржи начали предлагать пользователям возможность стейкать свой эфир. Например, Binance, Coinbase и Kraken пытаются предложить лучшие условия, чтобы привлечь новых пользователей. Вот Binance US предлагает пассивный заработок с годовой процентной доходностью 6%. Kraken также запустил услугу ставок, хотя доходность варьируется от 4 до 7%. Обе эти биржи отмечают, что пользователи смогут отказаться от ставки на эфир, что произойдет только после завершения первого этапа Ethereum 2.0. А вот ребята из Coinbase решили всех переиграть и анонсировали свой токен Coinbase обернутый Ethereum, который предоставляет токены Ethereum, поставленные через Coinbase. В отличие от Binance и Kraken, этот токен можно продавать и торговать с платформы. Он не отслеживает цену эфира, но предоставляет собой ставку Ethereum и начисление процентов, начиная с 16 июня 2022 года. Coinbase предлагает стейкать эфир, который позволяет пользователям делать ставки на средства, но при этом иметь к ним доступ. Несколько пулов стейкинга Ethereum также готовятся к слиянию. Подавляющее большинство эфира приходится на крупные компании. Например, более 30% эфира принадлежит Lido Finance, 15% Coinbase, 8% Kraken и 7% Binance. Возможность стейкать Ethereum была запущена в прошлом году, но многие инвесторы не могли себе этого позволить из-за высокого порога входа. Ведь тогда нужно было иметь не менее 32 эфира. В свою очередь, стейкинг должен сократить выпуск новых монет и на самом деле может стать дефляционным из-за сжигания. Имеется в виду, что его будет ограниченное количество, в отличие от того же Dogecoin, и стоимость сможет контролироваться за счет сжигания. Ну и само собой мы получим высокую масштабируемость. Более высокая масштабируемость сети Ethereum должна стимулировать новую активность по разработке DeFi, Web 3.0, NFT и остальных новомодных слов, которые в конечном итоге будут стимулировать спрос на Ethereum. Несмотря на конкуренцию со стороны других блокчейнов, Ethereum сохранил более 70% доли рынка децентрализованных приложений. Сама экосистема продолжает расти, и, честно говоря, Ethereum на сегодняшний день является самым распространенным блокчейном. Но согласитесь, было бы банально обсудить только плюсы и сказать закупайтесь на всю котлету, не обсудив при этом минусы и нюансы, которых очень много. И как раз таки эти минусы могут стать самыми главными причинами для продажи эфира. Вообще, стоит отметить, что большинство инвестировали в эфир по гораздо высшим ценам, чем те, которые наблюдаются сейчас. Поэтому эти инвесторы находятся в просадках, и если начнут продавать, будут это делать себе в убыток. И, кстати, еще до перехода на POS инвесторы могли делать ставки на свой эфириум и зарабатывать проценты. Этот вариант ставок открылся в 2020 году, тем самым объемы эфириум действительно выросли в 2021 году, когда цены эфириум были значительно выше текущих $1700. Следовательно, большинство вкладчиков в настоящее время находятся в убытке. Дополнительно вознаграждение за ставки эфириум должно удвоиться примерно до 8% годовых, что очень привлекательно, но миграция с POV на POS устранит всех майнеров, и поэтому выплаты майнерам будут значительно меньше, чем вознаграждение валидаторов, и большая часть эфириум поступает от крупных игроков, которые держат токены для заработка на стейкинге, а не на увеличение цены. На вот этом графике мы наглядно видим, что большая часть эфириум до сих пор сосредоточена среди крупных платформ и компаний, а не среди обычных инвесторов. Исходя из этого, по мере приближения слияния, многие криптоинвесторы задаются вопросом, окажет ли слияние большое влияние на цену эфира. По тех показателям платформы CoinCodex ожидается, что эфир может достичь более $2000 через месяц. Однако, если смотреть на ситуацию более широко, то крипторынок намекает инвесторам, что их ожидания – это их проблемы. Абсолютно все трейдеры эфира были осторожны в преддверии слияния, и как мы видим, цена снижалась с $1700 до 1500, а это около 7%. И наблюдается такая картина с 1 августа по 1 сентября, даже несмотря на приближающееся слияние. Основная причина такого снижения банально проста. В целом рынок крипты находится в спаде из-за давления макроэкономических условий. Инвесторы дико напуганы ростом процентных ставок, которые центральные банки используют для борьбы с инфляцией, что снижает вероятность инвестировать свои деньги в высоковолатильные и спекулятивные активы, такие как крипта. Помимо макроэкономических условий, рынок крипты также находится в середине коррекции от своих рекордных максимумов, которые доминировали на рынке в 2021 году. Инвесторы также могут быть обеспокоены тем, что в момент слияния все-таки что-то пойдет не так, как планировалось, и приведет к дальнейшим проблемам. После завершения слияния, конечно, будет интересно следить за тем, что будет происходить с эфириум. Некоторые трейдеры, возможно, как обычно, хотят продать новости, поэтому распродажа эфира после обновления сети вполне реальна. Тем не менее, в ближайшее время мы действительно сможем увидеть небольшой рост в преддверии самого события. Это связано с техническими данными. Например, наблюдается рост кошельков с более чем 1000 эфирами, что является небольшим, но бычьим сигналом. Да и на графике видно, как несколько дней подряд эфир закрывался в плюс. Будет ли это долгосрочной тенденцией? Вряд ли, так как на пути эфира, особенно после самого слияния, будет много препятствий, которые ему следует преодолеть. Справиться
справится ли он с ними, только с большими трудностями. Следовательно, чтобы постараться получить максимум от этого события, то покупать эфир нужно исключительно до слияния. Ведь после самого события жажда заработать на небольшом росте возьмет над инвесторами верх, и все дружно нажмут на кнопку продать, тем самым снизят курс монеты. Так что это может стать одним возможным сценарием заработка на эфире и страховки себя от потери. Дополнительная информация, как всегда, будет выходить в нашем телеграм-канале, поэтому не забывайте подписываться. Также напишите в комментариях, что вы думаете насчет эфира, склоняйтесь больше к росту или падению. Поддерживайте это видео лайком и увидимся очень скоро. Всем удачи, пока!